Как стать QA Automation? Я составил подробный гайд, как стать QA Automation бесплатно с нуля. Надеюсь, этот гайд будет вам полезен. Не забудь поставить лайк и оставить комментарий. Немного хочу рассказать, кто такой QA Automation. QA Automation инженер – это специалист по обеспечению качества продукта, который использует программные средства для создания тестов и проверки результатов выполнения. То есть, в отличие от ручного тестировщика, он пишет тест-кейсы на языке программирования. Для чего нужна автоматизация тестирования? К примеру, у компании есть много проверок, которые нужно проверить перед каждым новым релизом продукта. Если выполнять все проверки каждый раз вручную, то это будет занимать большое количество времени. Еще этот процесс называют регрессионным тестированием. И чтобы сократить время на регрессию, вводят автоматизацию тестирования, чтобы ускорить процесс всех проверок и сэкономить ресурсы компании. Сейчас расскажу про самые распространенные обязанности QA Automation инженера. Это написание автоматизированных тест-кейсов на одном из языков программирования, разработка фреймворка для автоматизации продукта, настройка тестовых окружений, подготовка тестовых данных, анализ тестового покрытия, написание автотестов, тестовых скриптов, интеграция с системами автоматического запуска. Еще ее называют Continuous Integration, выполнение автоматических тестов, поддержка работоспособности уже написанных автоматизированных тестов, написание документации, анализ результатов прогонов автотестов, баг-репортинг и общие отчеты о тестировании, а также код-ревью у своих коллег. Иногда бывает, что QA Automation также занимается ручным тестированием. Какие бывают градации у QA Automation инженер? Так же, как у ручного тестировщика, есть Junior, Middle, Senior, Lead и Expert, но бывает и позиция SDET. В отличие от QA Automation, он разрабатывает только фреймворки и инструменты для тестирования в компании. По сути, это уже полноценный программист, но в мире тестирования. Какие специалисты идут работать в QA Automation? Это ручные тестировщики с опытом, которые хотят автоматизировать процесс тестирования, программисты, которые хотят перейти в тестирование, а также люди после курсов. Теперь поговорим о навыках, которые нужны QA Automation, и составим подробный план обучения. Первое, с чего необходимо начать, это выбрать язык программирования, с которым вы хотите работать. Сейчас самые востребованные языки в автоматизации тестирования – это JavaScript, Python, Java. Для изучения программирования я рекомендую следующие ресурсы: Stepik, Codecademy, FreeCodeCamp, Udemy, Coursera. Практически все ресурсы на нем бесплатные. При желании усердия ты точно сможешь освоить язык программирования самостоятельно. Что вам необходимо знать из программирования для QA Automation? Объектно-ориентированное программирование, классы, объекты, экземпляры, наследование, атрибут. Модули, стандартные библиотеки, структуры данных, словари, списки, кортежи, типы данных, строки, символы, целые числа с плавающей запятой, логические или же булевые типы, non-type, переменные, обработка ошибок, исключений, арифметические операторы, порядок приоритета, сравнение, логические булевые операторы, процедуры, функции, методы, поток управления, if, утверждение, for, while циклы, чтение, запись, файлы. Это основы программирования, которые нужны каждому QA Automation инженеру. Параллельно изучению языку программирования необходимо изучать теорию тестирования. Без нее в тестировании никуда. Даже специалисту, который пишет автоматизированные тесты. Что вкратце необходимо освоить? Что такое тестирование? Зачем оно нужно? Кто такой тестировщик? Основные виды функционального и нефункционального тестирования, знание техник тест-дизайна и тест-анализа, виды тестовой документации, тест-кейсы, чек-листы, тест-планы, отчеты, баг-репорт. Также необходимо разобраться с системами баг-трекинга и управления знаниями и тестами, методологиями разработки ПО, клиент-серверной архитектуры, API и какая бывает архитектура запросов, коды ответов сервера, Linux, консоль разработчиков в браузере для веба, эмуляторами и консоль ADB для mobile, начальные знания HTML, CSS, чтобы писать локаторы, XPath к элементам на странице, Git и базы данных. Все это необходимо знать. Также автоматизаторы на собеседовании задают вопросы по теории тестирования и по основным технологиям в IT, с которыми работают специалисты по тестированию. Самый ценный ресурс для изучения выше упомянутых тем – это BiblioKey. Ссылку я оставлю в описании.
После того, как ты уже освоил программирование, я тебе крайне рекомендую начать решать алгоритмы на лид-коде. Так, чтобы пройти собес на автоматизатора, в большинстве случаев дают задачи на алгоритмы. Я не поддерживаю эту практику, но, к сожалению, работодатели часто дают решать задачи на собеседовании для QA Automation после того, как ты освоишь программирование и разберешься с теорией тестирования. Необходимо перейти к изучению инструментов для автоматизации. И в зависимости от задач, которые они выполняют, платформы, веб, мобайл и для определенного языка программирования, они могут различаться. Самые распространенные инструменты для UI-автоматизации – это Selenium, PyTest, Appium, Protractor, Cypress и так далее. Самые распространенные инструменты для бэкэнд автоматизации – это REST Assured, HTTP Request, PyRest Test и так далее. Также необходимо освоить Gradle или Maven для сборки всего проекта и тест-раннеры для запуска автотестов, например, JUnit. Все эти фреймворки и инструменты ты сможешь выучить на сайте Test Automation University. Ссылка в описании. После того, как ты освоишь язык программирования и фреймворк для автоматизации и тестирования, тебе нужно будет понять, как правильно писать фреймворк, как правильно писать автотесты, чтобы когда разрастается проект, его было проще поддерживать. Для этого тебе необходимо освоить паттерны и методологии автоматизации, например, Page Object, Page Component, Factory и так далее. Ссылка на теорию в описании. Большая часть пути автоматизации сделана. Также для того, чтобы тесты выполнялись параллельно и одновременно на разных окружениях, необходимо будет научиться их распараллеливать. Но в целом этого не требуется для начинающего QA Automation. Поговорим о том, где выполняются тесты. Как правило, тесты выполняются в докер-контейнерах. Что такое докер? Это программное обеспечение для автоматизации, развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. Контейнеризатор приложений позволяет упаковывать приложение со всеми его окружением и зависимостями в контейнер, который может быть развернут на любой Linux-системе. Что должен уметь делать тестировщик? Настраивать докер на OS, создавать, подключать и удалять контейнеры, делать собственные образы и тома, настраивать взаимодействие программ через бинды и тома, запускать в контейнерах тесты и любые программы, подключать контейнеры к сети. Также тестировщику необходимо освоить непрерывную интеграцию Continuous Integration CI и непрерывную поставку Continuous Delivery CD. CI/CD – это одна из DevOps практик. Она также относится к Agile практикам. Автоматизация развертывания позволяет автоматизаторам сосредоточиться на реализации бизнес-требований, на качестве кода и безопасности. Рекомендую освоить Jenkins и GitLab CI. И последнее, что нужно будет сделать – настроить отчетность по выполнению тестов. Как правило, для этих целей используется Allure. Это фреймворк от Яндекса для создания простых и понятных отчетов автотестов. Он применен для всех языков программирования. У Allure есть подробная официальная инструкция по настройке на их официальном сайте Allure QA Tools. Все эти знания ты можешь применить для своего пэт-проекта и далее показать работодателю, чтобы повысить свой шанс на поиск работы. Главное, не бойтесь ошибаться и как можно больше ходите на собеседование. Это был подробный гайд, как стать QA Automation. Развивайся, становись лучше, и все у тебя получится. Всем пока!